В апреле 2013 года полиция в Хэррофорде задержала беглую преступницу и ее сообщника, мужчину, который был в нее безнадежно влюблен. Их путь по стране, отмеченной насилием и смертью, длился почти 2 недели. 31-летняя Джоан Деннехи за это время убила 3 мужчин и тяжело ранила еще 2. Все происходило днем, на глазах у обычных людей. Она просто оставляла своих жертв умирать и уходила дальше. Сегодня Деннехи считается одной из самых опасных женщин в истории британской преступности. Она приговорена к пожизненному заключению без права на освобождение. Она больше никогда не выйдет из тюрьмы, и для семей погибших в этом есть странное, горькое облегчение. По крайней мере, они знают, что она больше никому не причинит вреда. Для них это кажется единственным правильным исходом. Ее преступления шокировали всю страну. Журналист и писатель Кристофер Берри Ди заинтересовался этим делом не из праздного любопытства. Он хотел понять, как полиция смогла так быстро остановить женщину, которая, как казалось, не знала никаких границ. Этот интерес неожиданно дошел и до самой Деннехи. Уже находясь в тюрьме, она начала переписываться с Кристофером. Письма были написаны безупречно. Грамотный язык, ясные мысли, никакого ощущения хаоса или безумия, скорее холодная собранность. Между ними установился странный контакт. Он пытался разобраться, как устроено ее сознание. Она, опытный манипулятор, делала ровно то же самое с ним. В 2015 году Кристофер приехал к ней в тюрьму в Бронсфилд. Она посмотрела ему прямо в глаза и спокойно сказала: «Кристофер, убить тебя было бы для меня полезно». Никакой истерики, никакой злобы, просто пустой, ровный взгляд. Он позже говорил, что не сомневается, будь у нее возможность, она убила бы его без секунды колебаний. История Джоан Деннехи начинается задолго до этого. Более 40 лет назад в аккуратном и живописном Сент-Олбансе, графство Хертфордшир. Она родилась в 1982 году и росла в семье, которая со стороны выглядела абсолютно нормальной. Никто не мог представить, что эта умная, жизнерадостная девочка со временем станет человеком, получающим удовольствие от насилия. Детство не вызывало тревоги. Обычный дом, стабильные родители, никакой откровенной жестокости или пренебрежения. У нее была сестра, с которой она была очень близка. У них даже был свой секретный язык. В школе Джоан играла в нетбол, училась без провалов и не выделялась ничем особенным. Мать работала в супермаркете, отец охранником и в телекоммуникационной компании. Типичная английская семья, спокойная, непримечательная. Проблемы начались в подростковом возрасте. Джоан стала прогуливать школу, экспериментировать с наркотиками и связалась с мужчиной по имени Джон Тринер. Родители были растеряны и напуганы. Они пытались удержать ее дома, подключали школу, говорили с учителями, но чем сильнее они давили, тем жестче она сопротивлялась. В итоге Деннехи и Тринер сбежали вместе. Их отношения с самого начала были нестабильными и бурными. Несмотря на вспышки агрессии и насилия с ее стороны, у них родилось 2 детей. Позже они осели в Кембриджшире, будто пытаясь сыграть в обычную семейную жизнь. Часто говорят, что во всем виноваты алкоголь и наркотики, но здесь важно не обманываться. Деннехи отлично понимала, что это удобное объяснение. Алкоголь может снимать тормоза, но только если эти тормоза вообще существуют. У нее их, по-видимому, не было изначально. Она была глубоко психологически нестабильной, резала себя, занималась самоповреждением, тревожных сигналов было много, и они появились задолго до убийств. Это был человек, плохо приспособленный к жизни среди других людей. Со временем ее поведение становилось все более хаотичным. Она изменяла Тринеру, уходила от него и детей, затем возвращалась. Все больше пила, по словам знакомых, начала носить нож, спрятанный в сапоге. Создавалось ощущение, что причинять боль другим ей очень нравилось, как будто окружающий мир был для нее экспериментом, а люди – расходным материалом. В 2009 году Тринер забрал детей и ушел, всерьез опасаясь, что она может сделать дальше.
Ее окружение только усугубляло ситуацию. Рядом с ней были такие же потерянные и нестабильные люди. Никаких ограничений, никаких якорей. Все шло только вниз. Для местной полиции Джоан Деннехи давно была известной фигурой. Ее неоднократно задерживали за наркотики. Она получила год общественного надзора за содержание опасной собаки. В феврале 2012 года Деннехи провела 3 дня в психиатрическом отделении больницы Питербора. Там ей поставили диагнозы антисоциального и психопатического расстройства личности. Важно понимать, это не безумие в привычном смысле, это не потеря связи с реальностью. Люди с такими расстройствами знают, что такое хорошо и плохо. Они понимают последствия, просто они сознательно выбирают другое. К 2013 году 31-летняя Джоан Деннехи жила в маленькой комнате в районе Байфилд в Питерборо. Соседи ничего не знали о ее прошлом и не представляли, с кем оказались под одной крышей. Одна из них, Мишель Боулс, позже вспоминала. Джоан была вежлива и хорошо говорила, любила детей и на первый взгляд казалась приятным человеком. Но ощущение спокойствия было не у всех. Друг Мишель, Джон Чемпион, ветеран Фолклендской войны, жил в том же здании. Обычно он был добродушным и улыбчивым, но рядом с Деннехи его охватывал настоящий страх. Он говорил, что в доме поселилась безумная женщина и утверждал, что она угрожала избавиться от него любым способом. Тогда это звучало тревожно, но позже стало ясно, он не преувеличивал. В начале 2013 года от Джоан окончательно ушел ее бывший партнер. Он все сильнее боялся ее непредсказуемости и явного удовольствия от жестокости. Комната, которую она снимала, находилась под управлением Кевина Ли, отца 2 детей, жившего в Питерборо с женой Кристиной. Кристина вспоминала, что в тот период Кевин был на грани. Работа, долги, постоянный стресс – все это давило одновременно. Он много лет сдавал жилье людям с тяжелой судьбой и привык верить, что каждому можно дать еще один шанс. Но довольно быстро отношения между Кевином Ли и Деннехи перестали быть просто деловыми. Он начал использовать ее для сбора арендной платы. Говорил, что она жесткая, не боится угроз и может воздействовать на проблемных жильцов там, где муниципалитет бессилен. Возможно, в тот момент он видел в этом единственный выход. Со временем 48-летний Кевин оказался очарован Джоан. Между ними завязался роман. Взамен она жила без оплаты аренды как минимум в 2 его домах в Питерборо. Джоан любила рассказывать своему новому любовнику мрачные и пугающие истории. Ей важно было произвести впечатление. В какой-то момент она заявила, что отец якобы насиловал ее и что она его убила. Это была ложь. Ничего подобного не происходило, но Деннехи была патологической лгуньей. Кевин пересказывал эти истории Кристине. По его словам, Джоан якобы провела 8 лет в тюрьме за убийство отца. Рассказ звучал почти правдоподобно ровно до тех пор, пока он не добавлял, что она убивала и других людей и просто не была поймана. Тогда это начинало выглядеть как фантазия, никто не понимал, где правда, а где очередная выдумка. Очень скоро стало ясно, эти фантазии были не пустыми словами. Убийства Джоан Деннехи уже начинали выходить за пределы ее рассказов. 31-летний Лукаш Слобожевский переехал в Великобританию из Польши еще в 2005 году. Джоан Деннехи он был знаком всего несколько дней. Они переписывались, и 19 марта 2013 года Лукаш пришел к ней в дом, где она тогда жила. Больше его живым никто не видел. Скорее всего, она заманила его обещанием близости. Но когда он оказался внутри, все произошло мгновенно. Деннехи без колебаний ударила его ножом в грудь. Смерть была почти моментальной. Жизнь, которую она только что оборвала, не имела для нее никакого веса. Тело Лукаша она спрятала в мусорный контейнер. Более того, она показала его 14-летнему подростку и хвастливо сказала: «Смотри, какая я умница, я снова убила». Но контейнер был лишь временным решением. Деннехи понимала, что тело нельзя держать там долго, его нужно было убрать. Для этого ей понадобился помощник. Она обратилась к своему знакомому 47-летнему Гэри Стретчу. Он согласился без лишних вопросов.
Джоан Деннехи умела полностью подчинять себе людей. Именно это делало ее особенно опасной. Она чувствовала слабости окружающих и знала, за что тянуть. Мужчины рядом с ней начинали ощущать себя важными и нужными. Для людей с пустой и неустроенной жизнью ее внимание казалось чем-то исключительным. Гарри Стретч был ростом больше 2 метров и физически намного сильнее ее. Неудавшийся грабитель, он был безнадежно в нее влюблен. Они познакомились, когда оба находились на условно-досрочном освобождении. Деннехи быстро поняла, что он полностью под ее контролем. Он стал ее охранником, помощником, инструментом. Никаких чувств к своим сообщникам она не испытывала. Они были полезны и только. Как только польза исчезала, она легко от них избавлялась. С помощью Стретча Деннехи вывезла тело Лукаша Слобожевски и сбросила его в канаву в сельской местности Торни-Дайк, всего в 16 километрах от Питербора. Ее уверенность росла, вместе с ней росло и желание убивать. Прошла чуть больше недели, и она ударила снова. На этот раз ее целью стал сосед по Байфилду, 56-летний ветеран Джон Чемпион. По одной из версий, он случайно столкнулся с Деннехи в общей ванной комнате. После этого он был напуган до дрожи. Он рассказывал друзьям, просил быть наготове, если она начнет угрожать. Он чувствовал опасность и оказался прав. 29 марта 2013 года Джоан Деннехи напала на беззащитного Джона Чемпиона. Она ударила его ножом в шею, перерезав сонную артерию, а затем нанесла еще 5 ударов в грудь с такой силой, что сломала грудину и пробила сердце. Это было уже не просто убийство, это была эскалация. В первый раз 1 удар, во второй 6. Насилие усиливалось. Для тех, кто знал Джона, случившееся стало ударом. Мысль о том, как именно он погиб, была невыносимой. Сама Деннехи чувствовала прилив силы, и в тот же день она решила убить снова. Она пригласила к себе Кевина Ли, своего любовника и владельца жилья, но на этот раз речь шла не о близости. Ей нужно было очередное убийство, способ заглушить нарастающую жажду насилия. Это был последний раз, когда Кевина Ли видели живым. Его жена Кристина первой поняла, что что-то не так. В тот вечер Кевин не вернулся домой. Для него это было не характерно. Он всегда приходил вовремя, ужинал, переодевался в пижаму. Он жил по привычке. Кристина звонила ему снова и снова, но телефон был выключен. Это пугало особенно сильно. Телефон никогда не отключался. Это была его работа, его жизнь. Часы шли, тревога только нарастала. Вместе с деловым партнером Кевина Полом Кридом Кристина попыталась понять, где он может быть. Пол проверил телефонные соединения. Один номер повторялся снова и снова. Это был номер Джоан. Кристина спросила, какие из домов сейчас пустуют и требуют ремонта. Получив список, она начала объезжать адреса один за другим. Уже тогда она знала, Кевин в беде, и домой он, скорее всего, не вернется. Поиски были отчаянными, но безнадежными. К тому моменту все уже произошло. Деннехи убила Кевина Ли в том же доме на Роллерстоун-Гард, где 10 днями ранее зарезала Лукаша Слобожевски. Кевин стал ее 3-й жертвой. Говоря о Джоан, хочется отметить, что она не вписывается в привычный образ серийного убийцы. Она не делала пауз, не возвращалась к нормальной жизни между преступлениями. Это был не цикл, это был рывок. Убийца-спринтер. Непрерывная цепочка насилия без передышек и сомнений. И нет ощущения, что на 3 убийствах она собиралась остановиться. Скорее наоборот, это было только начало. С помощью Гарри Стретча и еще одного сообщника Лесли Лейтона Деннехи избавилась от тел Джона Чемпиона и Кевина Ли. Чемпиона бросили в Торни-Дайк, туда же, где раньше оставили тело Лукаша. Кевина вывезли примерно в 10 милях севернее, недалеко от Нобры. Перед тем, как избавиться от тела Кевина, Деннехи переодела его в женскую одежду и уложила в унизительной позе с обнаженными ягодицами. Это было не случайно. Унижение доставляло ей удовольствие. Убийство для нее не было средством или вспышкой. Это было действие ради самого действия, ради ощущения власти.
Тем временем Кристина Ли, не зная, что произошло с мужем, все больше тревожилась. Она обратилась в полицию вместе с Полом Кридом и вернулась к одному из домов. Там она заметила странную деталь. Сначала свет в доме был выключен, а позже включен. Значит, внутри кто-то точно был. Кристина дала полиции разрешение взломать дверь. В доме на Роллерстон-Гард не было явных следов борьбы, но ощущение беды возникло сразу. В воздухе стоял резкий запах отбеливателя. На полу следы крови. В этот момент Кристина все поняла. На следующий день, 30 марта 2013 года, в полицию позвонил мужчина, выгуливавший собаку в районе сельхозугодий под Нуброй. Он нашел тело, брошенное в канаве. В тот же день к Кристине Ли пришли детективы. Тот самый страшный стук в дверь, который обычно показывают в фильмах. 2 офицера сообщили, что найдено тело. Официального подтверждения личности еще не было, но по росту, одежде и обручальному кольцу Кристина сразу поняла – это Кевин. В такие моменты ты ничего не чувствуешь, говорила она позже. Ты просто существуешь, как будто в тумане. После обнаружения тела стало ясно – это не просто исчезновение и не единичное преступление. Сожженная машина, показания Кристины, связь с номером Джоан Деннехи – все указывало на нечто гораздо более опасное. Вскоре полиция поняла, что Кевин был не первой жертвой. Пропали еще 2 – 31-летний Лукаш Слобожевский и 56-летний ветеран Джон Чемпен. Их следы обрывались в Питерборо, тел не было, улик тоже. Также следователи узнали о романе между Кевином и Деннехи и о ее связях с бывшими заключенными. Одним из них был Лесли Лейтон, но пока полиция собирала информацию, Деннехи уже была в бегах. Для нее началась новая фаза – бегство, превратившееся в охоту. Она наслаждалась вниманием, ощущением власти, страхом, который вызывала. Она чувствовала себя живой, возможно, впервые за долгое время. После убийств Питерборо Деннехи и Гэри Стрейч отправились сначала в Норфолк, где ограбили частный дом. Затем они поехали в Хэррофорд, продать украденное и собрать деньги для побега. Их лица уже показывали в новостях. Они стали кровавой, искаженной версией Бонни и Клайда. С момента убийств Джона Чемпена и Кевина Ли прошло всего 4 дня. 2 апреля 2013 года около половины 4-го дня камеры видеонаблюдения зафиксировали Деннехи в небольшом магазине в Хэррофорде. На записи видно, как она агрессивно указывает пальцем на кассира. В ее поведении уже не было границ, будто она перестала считать себя частью общества. Всего через 10 минут она попытается убить 4-го человека. Она была в состоянии ярости и жажды крови. Почти четверть бутылки виски, самокрутки, день, обычная улица. Она увидела мужчину, спокойно выгуливавшего собаку, и сказала Стрейчу: «Останови машину, я хочу его убить». Машина резко затормозила, Деннехи выскочила и подбежала к мужчине сзади. Без раздумий она вонзила нож ему в спину. Ее жертвой стал 63-летний Робин Баресса, пенсионер, бывший пожарный. Позже он вспоминал, что она ясно дала понять, что собирается сделать. Глядя ему в глаза, она сказала: «Я собираюсь тебя убить. Я хочу причинить тебе боль». Она снова и снова била его складным ножом с лезвием около 5 дюймов. Сначала он решил, что его просто толкнули, потом обернулся и увидел женщину, залитую его кровью. Он упал. Деннехи спокойно развернулась, села в машину и сказала: «Поехали, найдем еще кого-нибудь». Уже в салоне она сделала селфи, как будто ничего особенного не произошло. На этом она не остановилась. Адреналин только подстегивал. Всего через 10 минут она заметила еще одного мужчину с собакой. Все повторилось. Машина, резкая остановка, удары один за другим. Мужчине стало плохо, закружилась голова, и он потерял сознание. Деннехи взяла его собаку и спокойным шагом вернулась к машине. И даже помахала проезжающему автомобилю. Второй жертвой стал 56-летний житель Хэррофорда Джон Роджерс. Ему нанесли более 30 ножевых ранений. Нападение было бессмысленным, спонтанным и чудовищно жестоким. В нем не было ничего, кроме желания причинить боль. Самое пугающее, оба мужчины выжили.
Несмотря на тяжелейшие ранения, они смогли описать нападавшую, и оба указали на деталь, которую невозможно было перепутать – черную звезду на щеке. По Хэррофорду завыли сирены, улицы заполнились полицейскими машинами, город оказался в состоянии осады. Стало ясно, где-то рядом человек, который может убить любого, просто потому что ему так захотелось. Полиция быстро вышла на след Деннехи и Стрэтча на улице Ньютон-Клоуз. Два офицера заметили подозрительную машину. Внутри Джоан сидела и разговаривала с Чихуахуа на заднем сиденье. Стрэч в это время пытался продать украденные вещи у дома знакомого. Джоан Деннехи арестовали на месте. Это произошло 2 апреля 2013 года, меньше чем через час после 2 нападений. Гэри Стрэч попытался скрыться. Он сел в другую машину, началась погоня длиной около 32 километров. В итоге он бросил автомобиль и попытался убежать пешком, но его массивная фигура сыграла против него. Его быстро задержали. Уже в участке он с иронией сказал фразу: «Ну вот, вы меня арестовали. Мы с Джо должны были стать следующими Бонни и Клайдом». А вот записи допроса Джоан из полицейского участка Хэррофорда, сделанные всего через 40 минут после нападений, шокировали даже опытных детективов. Деннехи смеялась, шутила, предлагала офицерам кофе. Она вела себя так, будто только что не пыталась убить 2 человек. Она была настоящим хамелеоном. В зависимости от того, кто стоял перед ней, Джоан Деннехи могла быть обаятельной и вежливой, говорить грамотно и спокойно, или мгновенно становиться грубой, агрессивной и пугающей. Это не было случайностью. Она годами училась подстраиваться под людей, чтобы управлять ими. Но что же дальше? Ведь после ареста история была далека от завершения. Тело Кевина Ли нашли еще 30 марта, а вот судьба Лукаша Слобожевски и Джона Чемпина оставалась неизвестной. Где они? Живы ли? И кто еще мог быть втянут в происходящее? Прорыв произошел 4 апреля 2013 года. В полицейский участок пришел Лесли Лейтон, третий участник этой цепочки. Он испугался, понял, что для Деннехи он всего лишь инструмент, и как только станет бесполезным, его ждет та же участь. Лейтон, не зная, что Джоан уже задержали, рассказал, что Деннехи и Стрэч находятся в бегах, и указал точные места, где были сброшены тела. Утром 5 апреля полиция обнаружила останки Лукаша Слобожевски и Джона Чемпина. Для друзей Джона это стало ударом, от которого невозможно оправиться. До последнего они надеялись, что это не он. Потом говорили: если бы мы знали, что рядом живет серийная убийца, мы бы забрали Джона к себе. Но правда в том, что такого никто не мог представить. Как можно заподозрить тихую, вежливую соседку в таком? Предварительное судебное слушание по делу Джоан Деннехи назначили на 18 ноября. Трудно уложить в голове путь, который она прошла, от спокойного пригорода и внешне благополучного детства до канав под Питерборо, куда она выбрасывала тела убитых ею людей. Это был путь разрушения, и она прошла его до конца, похоже, с удовольствием. В зале суда Деннехи не показала ни тени раскаяния. Она смеялась и шокировала даже собственных адвокатов, внезапно заявив о полном признании вины. Судья переспросил ее прямо в зале, правильно ли он все понял. Она ответила спокойно: «Я признала вину, и на этом все». Адвокат попросил перерыв, убедиться, что она осознает последствия. После консультации он подтвердил: Деннехи все понимает и признает вину сознательно. Многие серийные убийцы пытаются спрятаться за диагнозами, зависимостями, тяжелым детством. Джоан Деннехи не делала ничего подобного. Она не оправдывалась и не объяснялась. Создавалось ощущение, что ей просто нравится то, что она сделала. В одном из писем журналисту она прямо написала: «Я убиваю ради удовольствия». Вдова Кевина Ли Кристина не смогла заставить себя смотреть на женщину, уничтожившую ее семью. Она находилась в зале суда, но в отдельной комнате для родственников. Она не хотела, чтобы Деннехи когда-либо увидела ее лицо. По ее словам, та не заслуживала даже этого. Гэри Стрэч на суде утверждал, что был полностью под ее влиянием и не знал о ее намерениях до убийств.
Он признавал, что узнал о преступлениях уже после, но отрицал, что понимал, к чему все идет. Суду было очевидно другое. Узнав правду, он сознательно помогал скрывать следы. Влияние Деннехи на него было огромным, но при этом именно она оставалась центральной фигурой. Мужчины вокруг были второстепенны, она действовала сама, осознанно и хладнокровно. 28 февраля 2014 года судья Спенсер приговорил Джоан Деннехи к пожизненному заключению без права на освобождение. Впервые в истории Великобритании такой приговор получила женщина. Ее немедленно отправили в тюрьму Бронсфилд, она никогда не выйдет на свободу. Сообщники также получили реальные сроки. Лесли Лейтон был приговорен к 14 годам лишения свободы. Гэри Стрейч получил 2 пожизненных срока. Даже в заключении Деннехи продолжила демонстрировать крайнюю опасность. Она дважды пыталась сбежать. В 2016 году тюремная разведка раскрыла ее план. Она собиралась отрезать пальцы тюремному офицеру и использовать их для обхода биометрических замков. План скрыли благодаря прослушке ее разговоров с сообщником на воле. Полное отсутствие раскаяния и масштаб жестокости ее преступлений выбиваются из привычных представлений. В отличие от большинства известных женщин-убийц в Британии, Деннехи не была ведомой. Она не шла за мужчиной. Она все начинала сама. Во многом общественный шок связан именно с этим. Она разрушила привычный образ женщины как хранительницы жизни. Джоан Деннехи стала пугающим исключением, молодой женщиной, которая хладнокровно лишала людей жизни и получала от этого удовольствие. Сегодня она находится в тюрьме и проведет там остаток своей жизни. Но даже сейчас специалисты считают, она не перестает манипулировать и искать лазейки. И если бы у нее появился шанс, она убила бы снова. На этом история подошла к концу. Но если вы досмотрели до этого момента, спасибо вам огромное. Это уже много значит. Если эта тема откликнулась вам, не поленитесь поставить лайк и подписаться. Для небольшого канала, как мой, каждый жест поддержки – это не просто цифра, а реальная мотивация вкладываться в следующее видео, глубже исследовать, тщательнее монтировать, находить истории, которые стоит рассказать. Кстати, если хотите видеть новые ролики раньше, заходите на мой YouTube-канал. Там мы точно не потеряемся в это непростое для YouTube время. А в Телеграме я делюсь закулисьем, отвечаю на вопросы и просто остаюсь на связи. Все ссылки в закрепленном комментарии. Спасибо, что были со мной до конца. Берегите себя и своих близких. До скорых встреч!